Добрый день, уважаемые коллеги, друзья, все, кого сегодня интересует текущее состояние переговоров по российско-украинской войне. Я, юрист Валерий Табаков, сегодня хочу представить вам свой анализ текущего состояния переговоров, а также обосновать вывод о неспособности России к заключению мира и бесперспективности роли США, использующей шантаж Украины и Европы. Эта тема важна не только с точки зрения международного права, но и для понимания глобальных политических процессов, которые затрагивают миллионы людей. Я представлю актуальное состояние проблемы с учетом последних данных по состоянию на апрель 2025 года. Российско-украинская война, начавшаяся в 2014 году и резко обострившаяся в 2022, остается одним из самых сложных конфликтов современности. Переговоры, которые могли бы привести к миру, неоднократно предпринимались с февраля 2022 года, но их результаты остаются минимальными. Сегодня, в апреле 2025 года, мы видим очередную волну дипломатических усилий, но они сталкиваются с фундаментальными препятствиями, которые мы разберем далее. Основные события последних месяцев включают попытки США инициировать переговоры, включая план, предполагающий признание Крыма за Россией и отказ Украины от вступления в НАТО в обмен на прекращение огня. Эти предложения обсуждались в Лондоне 23 апреля 2025 года, но их уровень был снижен из-за отказа сенатора Марко Рубио участвовать после несогласия президента Украины Владимира Зеленского с американскими идеями. Россия, в свою очередь, продолжает настаивать на признании аннексированных территорий Крыма, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также на нейтралитете и демилитаризации Украины. Украина же требует полного вывода российских войск, возвращения границ 1991 года и компенсаций за ущерб, что отражено в формуле мира Зеленского, представлена еще в 2022 году. Международные посредники, включая Турцию, Венгрию и европейские страны, также пытаются искать свою роль в урегулировании. Например, глава МИД Венгрии Петер Сиярто обсуждал мирные инициативы в Москве, а Украина готовит второй саммит мира, на который впервые планирует пригласить Россию. Однако продолжающиеся атаки, российские удары по Харькову, Запорожью, Киеву и Николаеву, а также украинские атаки на российские энергообъекты подрывают доверие к переговорному процессу. Первый ключевой вывод, который я хочу обосновать, это неспособность России к заключению мира в текущих условиях. Как юрист я оцениваю это не только с точки зрения политической риторики, но и через призму действий, которые говорят громче слов. Во-первых, стратегические цели России остаются неизменными с 2022 года. Контроль над оккупированными территориями, нейтралитет Украины,
ее демилитаризация и так называемая денацификация. Эти требования не только противоречат международному праву, включая Устав ООН, но и являются неприемлемыми для Украины и большинства мирового сообщества. Россия отвергла предложения, такие как 30-дневное перемирие по дальнобойным ударам, и продолжает называть инициативы Украины вроде «формулы мира» односторонними. Это демонстрирует отсутствие готовности к компромиссу. Во-вторых, действия России на поле боя подтверждают ее нежелание идти на мир. Несмотря на заявления о пасхальном перемирии и моратории на удары по украинской энергосистеме, атаки на гражданскую инфраструктуру продолжаются. Харьков, Запорожье, Киев, Николаев, Херсон, Одесса. Эти города ежедневно подвергаются обстрелам. На платформе X пользователи справедливо отмечают, что Россия использует подобные перемирия для перегруппировки сил, как это было в 2022 году. Такие действия подрывают доверие и делают переговоры невозможными. В-третьих, внутренняя политика России ограничивает ее маневренность. Кремль выстроил пропагандистскую машину вокруг идеи победы в войне. Любые уступки, например, вывод войск или отказ от контроля над аннексированными территориями, будут восприняты как слабость, что угрожает стабильности режима. Экономика России, несмотря на санкции, адаптировалась к военному режиму, а военная промышленность работает на полную мощность. Продолжение войны поддерживает внутреннюю мобилизацию и отвлекает от социальных проблем, что делает мир менее привлекательным для руководства. Есть ли контраргументы? Да, некоторые указывают на участие России в посреднических обсуждениях, например, через Турцию или Венгрию, или на ее готовность присоединиться к второму саммиту мира. Однако эти шаги выглядят скорее формальными, направленными на поддержание имиджа, чем на реальный поиск компромисса. Санкции и изоляция создают долгосрочное давление, но на апрель 2025 года они не изменили позицию Москвы. Таким образом, я оцениваю вероятность искреннего стремления России к миру как низкую, около 20-30%. Россия предпочитает затяжной конфликт, рассчитывая на истощение Украины и раскол Запада. Второй важный вывод касается роли США, которая, на мой взгляд, демонстрирует бесперспективный подход, используя шантаж Украины и Европы. Как юрист я вижу в этом не только дипломатическую ошибку, но и потенциальное нарушение принципов равноправного партнерства. США, особенно при администрации Дональда Трампа, стремятся ускорить завершение войны, что мотивировано в том числе внутренней политикой и предвыборными целями. Американский план, включающий признание Крыма за Россией и отказ Украины от НАТО, был передан Киеву и европейским союзникам, но вызвал резкое неприятие. Зеленский публично отверг эти идеи, подчеркнув, что они не соответствуют интересам Украины. Отказ сенатора Рубио
от участия в переговорах в Лондоне 23 апреля после несогласия Киева лишь подтверждает напряженность. На X многие пользователи обвиняют США в попытке заставить Украину капитулировать, что усиливает восприятие шантажа. Давление на Европу проявляется через использование США своей роли главного поставщика военной помощи Украине, угрозы сократить поддержку или изменить политику, если Европа не поддержит американский план, создают раскол в трансатлантическом альянсе. Германия и Франция изучают предложения США, но их зависимость от Вашингтона в вопросах безопасности ограничивает их автономию. Это давление воспринимается как шантаж, особенно на фоне собственных интересов Европы, энергетической безопасности, миграции и экономической стабильности. Почему этот подход бесперспективен? Во-первых, Украина сопротивляется давлению, опасаясь потери суверенитета и внутренней поддержки. Зеленский четко заявил, что без военного давления на Россию переговоры будут невыгодны. Во-вторых, Европа, несмотря на зависимость от США, имеет свои приоритеты, которые не всегда совпадают с американским видением. В-третьих, Россия не реагирует на американские инициативы, продолжая атаки и настаивая на своих условиях. Это делает шантаж Украины и Европы бессмысленным, так как без уступок Москвы прогресс невозможен. Есть ли аргументы в пользу США? Безусловно. США остаются ключевым игроком, предоставляя Украине ракеты «Атакамс» и финансовую помощь. Без этой поддержки сопротивление Киева было бы ослаблено. Кроме того, переговоры в Лондоне показывают попытки Вашингтона играть роль посредника. Однако поспешность и давление, обусловленные внутренней политикой, снижают эффективность этих усилий. Я оцениваю вероятность успеха текущего подхода США как низкую – 15-25%. Для повышения эффективности Вашингтону нужно перейти от шантажа к инклюзивному посредничеству, учитывающему интересы всех сторон. Выводы. Неспособность России к миру и бесперспективность роли США взаимосвязаны. Россия, продолжая атаки и настаивая на максималистских условиях, делает американские инициативы нереалистичными, так как без уступок Москвы давление на Украину и Европу не приводит к результатам. В то же время шантаж со стороны США подрывает доверие союзников, ослабляя коалицию поддержки Украины. Как юрист, я вижу в этом не только дипломатический провал, но и риск долгосрочного ущерба международному праву и принципам суверенитета. Что это значит для будущего? На апрель 2025 года переговоры остаются в тупике. Россия, вероятно, продолжит затягивать конфликт, рассчитывая на истощение Украины. США, если не изменят подход, рискуют потерять влияние среди союзников. Украина, несмотря на давление,
сохраняет принципиальную позицию, но ее ресурсы ограничены. Второй саммит мира может стать шансом для прогресса, но только при условии, что все стороны продемонстрируют готовность к компромиссу. Друзья, я, юрист Валерий Табаков, убежден, что текущая ситуация в вопросе достижения мира в Украине требует не только анализа, но и активных действий для защиты международного права и справедливости. Россия демонстрирует неспособность к миру, предпочитая эскалацию. США, используя шантаж, теряют перспективы как посредник. Нам, юристам, политикам и гражданам, важно продолжать давление на агрессора, поддерживать Украину и искать пути к справедливому миру. Следите за развитием событий, особенно за итогами второго саммита мира, и не теряйте веру в силу права. Спасибо за внимание. Я готов ответить на ваши вопросы.